Всем привет! Наконец-то долгожданная пересадка. Решилась все-таки я, наверное, на кардинальные изменения в отношении этой орхидеи. Это орхидея сестры, пересадку которой мы вместе с вами на канале очень-очень ждали. Здесь на ней, вот, посмотрите, детка. Вот она. Почему сейчас пересаживаю? Ждала раскукливания корней нет, но у орхидеи активный рост листьев и у матушки, и у детки. Сейчас для того, чтобы мне решить, какой способ пересадки предложить этой орхидее, делать ли отрезание шеи, омоложение растения или так вот брать в посадку, пересаживать, как она есть, все мне подскажет извлечение растения из горшка. И то, с какой корневой системой, если омолаживать эти орхидеи, у меня удастся пересадить именно эту верхнюю часть, макушку. Достаем мы сейчас ее из горшка и будем смотреть, что и как будет происходить. Но сейчас предварительно я хочу, пока она у меня стоит хорошо, плотно, я сейчас ей подрезаю цветоносы. Знаете что, наверное, берем вот эти кусачики. Подрезаю цветоносы под самое основание, прям к шейке. Они дырчатые, и опасность попадания воды, вот здесь уже дырочки нет, отлично. Все старые цветоносы под самое-самое основание, прям близко-близко к стволу растения. Так, ну вот этот сильно обрезать не буду, потому что здесь и корни, и молодой лист, и молодая шейка. Отлично. Так, вот этот вот тоже немножко надсеку, и я вот так укорочу его. И, конечно, вот этот цветонос и вот этот. Ну, здесь надо найти место, где их отрезать. Так, почему я вот сейчас это делаю? Потому что, когда я ее достану, мне будет очень сложно без повреждения ковырять, туда-сюда ее переворачивать. Поэтому я делаю именно пока в посадке все это. Видите, вот здесь дырка с той стороны, а с этой стороны нет. Здесь нет полости, куда вода попадет. Поэтому полости и вот тут нет. И вот этот цветоносик старенький тоже я укорачиваю. Цветоносы я все укоротила, старенькие. Теперь я снимаю все остатки, чешуйки от старых листиков. Очищаю ствол растения. Нужно делать это крайне аккуратно, для того, чтобы не поцарапать живые хорошие корешочки. Вот так. Ну а теперь я извлекаю орхидею из посадки, насколько это у меня будет получаться. Сейчас, если не получится одной, то буду просить мужа. Как всегда, деформируем горшок со всех сторон. Она там, в принципе, сидит плотно. Верхний уровень, он уже такой шатающийся, но внизу корней очень много, видите? Корни очень хорошие. И вы знаете, вот прям для меня, как говорят, совершенно вот кардинальные какие-то методы. Я запускаю туда пальцы, прям в корни пытаюсь ее вытащить, стянуть горшок. Знаете, кардинальные какие-то методы для меня, конечно, ну, в отношении этой орхидеи не очень желательны. Но здесь, включив разум, я понимаю, что эту орхидею, кстати, еще я сестре пересаживала, когда она уезжала. Ой, какой керамзит интересный, овальной формы, гляньте. О, какой. В посадочку можно будет его взять. С керамзитом ничего не случается. Когда сестра уезжала на юг, наверное, сколько? Лет 6 назад я пересаживала эту орхидею в эту посадку. Может быть, 5.
Вот такая, посмотрите, красавица. Вот что сейчас? Давайте разберем в данной ситуации. Мы вместе с вами что видим? Смотрите, очень длинный ствол, уходящий туда. И даже там есть у нас цветоносы, видите? Обалдеть, сколько же раз цвела эта орхидея. Кокосовое волокно, но оно есть, оно тут запутано в корнях, бог с ним. Теперь я смотрю, что лучше здесь сделать. Как разобраться с этой корневой системой. Ой, взять бы вазу интерьерную и пересадить реально. Но шея очень длинная, ее нужно омолаживать. И сестра мне говорит: Ирина, если возможно, омолоди. Но опять-таки, вот смотрите, я сейчас, если я вот так сделаю срез, все равно стволик достаточно длинный остается. Но меньше корней оставлять для этой орхидеи невозможно. Выше делать срез, корней останется очень мало. На такое количество пар листьев и на детку орхидея может не вытянуть. Она начнет скидывать листья и очень плохо себя будет чувствовать. Прям дилемма реальная. Ствол остается длинный, при этом с этого ствола выйдет много-много деток. Она будет давать деток 100%, если я оставлю ей ствол с корнями. Ну что, придется мне, наверное, тогда пытаться отделить корешочки, которые вот располагаются здесь, и буду отсекать орхидею от ствола. Так, вот видите, я с этой стороны начала вот так ворошить вот это вот гнездо в посадке. И сейчас я буду потихоньку, подчищая все то, что мне не нравится, открывать картину, которая уже мне что-то прояснит. Очень длинный ствол, смотрите какой. Обалдеть! Вот это орхидея. Место среза я определяю. Вероятно, вот где-то вот в этом уровне. Вот так у меня будет. Сейчас я подчищу, и все мы с вами решим. Так, посмотрите, с этой стороны, в принципе, мне удается высвободить корневую систему. Крайне аккуратно я это делаю. Так, ну что, вытряхиваем дальше. Я предварительно чуть-чуть по поверхности ее увлажнила перед пересадкой. Вы видите, сверху корешочки влажненькие, что, собственно, и позволяет мне их не повредить. Так, ну да, тут однозначно омолаживать. Очень многие мне писали, наверное, 40% вас, кто высказался за интерьерную посадку. Девчонки, с удовольствием бы сделала, но не в этом случае. Вы же, наверное, прекрасно понимаете, вы грамотные люди. Много раз я вам поясняла, вот что с такой длинной шеей пересаживать растения чревато. В закрытую систему, в интерьерную колбу уйдет вот эта длинная шея. Представьте, она до середины колбы дойдет, эта длинная шея. И при первом-втором погружении растения при поливе в воду может наступить процесс прогнивания шеи, очень глубокой посадки. Поэтому омолаживаем. Вот так, крайне аккуратно, смотрите, я вот стряхиваю грунт и потихонечку, медленно я высвобождаю те корешочки, которые вот тут вот подзаплелись. Аккуратненько, не спеша. Можно, знаете, что сделать? Сразу. Я сейчас беру вот этот вот мой секатор и определяю место, где лучше сделать срез. Вероятно, вот здесь. Да, там корней нет, там мне ничего не мешает. И смело отсекаю растение от пня. Но это не пень, это ствол. Очень хороший, кстати, живой. Посмотрите, какой стволик. Видите, какое место среза? Чистенькое, обалденное. И на отсеченной части, и на вот этом оставшемся пеньке живом. Пенек посажу, потому что у него здесь хорошая тоже корневая система. И посажу в старый грунт, для того, чтобы не менять экосистему посадки. Потому что когда мы вместе с вами пересаживаем пенек с частично сохраненной корневой системой, меняем экосистему, то корни у пенька очень тяжело сохранить.
очень тяжело, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. А вот когда мы сохраняем старый грунт и пенек пересаживаем именно в старый грунт, мы тогда с вами получим хороший результат. Корневая система в этом случае в большом проценте сохранится, но при этом понимайте, что у пенька нет листьев. Корневой системе некуда толкать воду поливочную, поэтому содержать пенек с корнями для появления деток нужно крайне аккуратно. Как? Только чуть-чуть увлажняя корешочки. Для того, чтобы не дать им возможность подсохнуть, чтобы они сохранялись в достаточно хорошем зеленом рабочем состоянии. И будет тогда появление обязательно деток на сохраненном длинном пеньке. Там точно что-нибудь появится. Я ее положила, и сейчас вот так вот начинаю аккуратненько, грунт я стрясла, и начинаю очень аккуратно высвобождать, ну, как бы распутывая корневую систему, которая на оставшейся части ствола в уровне пенька, вот так аккуратненько выпутываю. Конечно, со временем, видите, да, тут происходит полный хаос в корневой системе. Нижний уровень корней, он тоже хороший. Есть тут хорошие корешочки у пенька. Смотрите, какой ствол мы с вами отрезали. 10 сантиметров, а может быть даже больше. Видите, целесообразность опускать его в новую посадку, ну, грозит опасностью для самой орхидеи. Смотрите, какие корни. Смотрите. Это вообще бомба. Куда же мне ее пересаживать? Назад, что ли, в этот горшок? Омоложенную красавицу. Все, потихонечку опять кладу и потихонечку распутываю. У меня, кстати, было видео на канале, когда я отсоединяла мощнейшую детку от орхидеи Pretty Romance. Вот так, видите, раз корешочек вышел. Потом опять ищу кончик корешочка, опять выпутываю. И вот так корешочек за корешочком. Именно так я и отсоединяла корневую систему детки на орхидее Pretty Romance от корневой системы материнской орхидеи. И я вам могу сказать, это очень было сделано аккуратно, потому что и детка прекрасно сейчас растет у новой хозяйки своей. Хозяйка ею очень довольна. Вот. И сейчас материнская орхидея, вы видите, как моя Pretty Romance цветет шикарно, выдающийся в этом году. В том году она не менее эффектно цвела. Вот так, аккуратненько. Они очень, посмотрите, они очень разветвленные, видите? Корень от корня прям отходит, поэтому не спеша. Уже картина вырисовывается. Вот, посмотрите, я практически это сделала. Вот так аккуратненько, видите, без всяких повреждений. На пне тоже очень длинная нижняя корневая система. Вот видите, вот он какой зачетный. И здесь очень хорошая корневая. Хорошо, что омолодили. Это я вам точно могу сказать. Так, аккуратненько. Видите, оно прям вот уже разделяется. Один вот у меня тут остался, держит вот этот. Все остальное уже практически отсоединено. Вот она, видите? Самостоятельная корневая система пенька. Сейчас, где-то там тоже запутался. Но, в принципе, распутать можно. Они очень, посмотрите, они какие, да? Они прям как макаронины, отваренные, мягенькие. Достаем аккуратненько и выпутываем. Вот он, корень просто, посмотрите, какой разветвленный. На зависть вообще всем корням орхидейным. Вот он от пня идет. Вот он. Выпутываю, достаю. Обрезать не нужно. Чем больше на пеньке останется корней, тем проще будет вам получить потомство от этого пенька. Ну вот практически они у меня разъединены. Вот так. Смотрите, какие корни я добываю до пня.
для пня. Посмотрите, какие разветвленные, сумасшедшие. Как хорошо орхидея росла в этом горшке. Конечно, дело не в горшках. Когда я вижу видео, которые, знаете, ну просто какие-то, я не знаю, на каких выводах вообще делаются, снимаются для нас. Показали как-то вот такие горшки и назвали их совершенно непрезентабельные, и сказали, что горшки виноваты в том, что орхидеи в этих горшках пропадают. Вы знаете, это не горшки виноваты, это мы с вами виноваты. И наше умение – это не горшки. Вы видите, как корни растут в таких посадках и в таких горшках? Бомба просто. Смотрите, что творится. Вот называется «Пойди достань меня». У пня сейчас корней, наверное, будет больше, чем у макушки. Смотрите, я выпутываю. Что я сейчас вам достану, вы просто обалдеете. Прям вот хочется вам показать. Можно было, конечно... Ой, что это я там обнаружила? Мама дорогая, а что там делает фиксатор, крабчик в корнях? Вот это да! Наверное, как-то он просто свалился с какого-то держателя. Так, ну практически я отсоединила. Еще не все. Слушайте, вы посмотрите, что на пне творится. Мама дорогая. Сейчас еще вот тут достану пару корешков, и на макушке уже, наверное, ничего не останется. Смотрите, что делается. Очень похожая история на мою королеву, которая рухнула со стеллажа и ломала себе шею. Помните, когда я ее пересаживала? Но здесь, кстати, есть какая-то рабочая корневая, грунтовая. На моей королеве оставалась только корневая, которая не знакома была с грунтом совершенно. Она только в воздухе. Ну что, аллилуйя, посмотрите, что творится. О, нормально? Как вам? Обалдеть! Послушайте, вот это дела! Но я вам могу сказать, могу успокоить, конечно, такое количество корней на макушке достаточно для того, чтобы питать, содержать верхнюю часть. Не исключаю, что пару листиков эта орхидея материнская скинет. Я убирать их не буду, пусть лучше нижние листочки, энергия с нижних листочков сойдет, собственно, даст силу для нормализации посадки, для того, чтобы корневая заработала, чтобы орхидея хорошо себя чувствовала, поэтому здесь даже листьев не надо никаких снимать. Как раз мы будем делать посадочку по уровню зеленой части растения. Вот так. А вот эту красоту сейчас разместим в старый грунт. Вот, посмотрите, вот такая красота. Пень, вот с такой шикарной бородой корней. Чем больше, чем выше мы оставим пень, тем больше вероятность появления нескольких деток. Может быть одной, а может быть 2-3. Каждый срез вот здесь, на поверхности, и с другой стороны я укоротила на 2 сантиметра его, потому что он был там сухой и с высохшими корнями. Я покрыла зеленкой. У меня в горшке именно тот горшок, я даже его не мыла, чтобы сохранить экосистему. Я вам говорю, здесь, знаете, не до стерильности. Здесь у меня керамзит из ее посадки. Я теперь беру этот же грунт, в который орхидея находилась. Вот так. Теперь я размещаю пенек. Конечно, я сейчас буду пытаться его как-то так усмирить, потому что я не знаю, вот посмотрите, я хочу сделать ему нижний уровень расположения самого пня, чтобы он был там внутри. Ну, вероятно, получится. Так. О, видите, какая красота. И теперь я добавляю сюда грунт. Аккуратно втряхивая, он мелкофракционный, он сейчас очень хорошо войдет в посадочку. Как бы немножко я притапливаю туда пенечек, потому что корни шикарнейшие, просто шикарные, вы видите. Даже отрезать было нечего. Вот правда вам говорю, ну вы видели все. Обязательно делайте такую хорошую посадочку, не так, чтобы там было много воздуха в посадке у пенька, потому что все-таки сейчас нам необходимо сохранить
живыми вот эти корешочки. Сложно будет, но возможно. Поменяете экосистему, поменяете грунт, все, потом можно дождаться потери у пня корешков. Я вообще, вот если бы была у меня возможность, знаете, что бы я делала? При омоложении орхидеи, если у меня есть возможность, я никогда не достаю старые корни, я никогда не достаю оставшийся пенек. Но не в этом случае. Вы видели, что корневая система, которая была в верхнем уровне шеи, она вросла в грунт очень сильно. Но мне пришлось достать пенек. Если есть возможность при омоложении растения не доставать пень с корнями, не доставайте. Вероятность сохранения и пенька, получения потомства с него в этом случае очень высока. Так, добавляю грунт. И по поверхности он у меня глубоко не садится, вы видите, да? И по поверхности я добавлю кокосовое волокно, в котором находился этот фаленопсис в посадке. И сейчас мы вместе с вами отправимся в посадку верхней части омоложенной орхидейки. Корней, я вам уже сказала, более чем предостаточно, вытянет, никуда не денется. Но могу вам сказать, экосистема для этой орхидеи будет сменена, потому что я практически весь грунт отдала пню. У меня в посадку этой орхидейки пойдет только вот керамзит из ее прежней посадки. Все, в нижний уровень. Так, и вот посмотрите, что я сделала для этой орхидеи. Я все цветоносы, срезанные, укороченные, я закрыла зеленкой. Я закрыла зеленкой пень. Сейчас он у меня уже сохнет такое, ну, достаточно хорошее время, количество времени, для того, чтобы здесь все подсохло. Но здесь, так, какая-то чешуечка. Здесь я вам могу сказать, что хорошее сухое основание, и поэтому есть возможность подсушить место среза. Дайте подсохнуть. Но у меня получится, что между отсоединением растения от пенька и до посадки этой верхней части у меня получится где-то час. За этот час она подсохнет. Так, ну все, у меня вот так вот располагается пенек. Смотрите, немножко отберу вот так здесь грунт для того, чтобы мне не проворонить появление детки. Она может появиться из самых недр. Вот оттуда, оттуда. Вот такие они. На пеньке любая живая почка может выстрелить. А пенек живой и хороший, вы видели. Поэтому вот так, вот такое вот гнездышко из кокосового волокна. Я буду немножко поверхность грунта увлажнять. Иногда проливать. Для того, чтобы мне сохранить корневую систему. Но я буду делать это с достаточно большим интервалом между поливами и уменьшу количество воды. Пересаживать буду в этот горшок. Практически аналогичный, как и пенек сидит. Мне нужна была высота горшка. Хотела посадить в альтернативу. Нет, вот этот выше. Именно это мне и нужно, потому что у орхидеи высокий ствол. Посмотрела, вы мне сейчас скажете: Ирина, надо еще было укоротить ствол. Нельзя. Там в нижнем уровне ствола самые шикарные корни. Я представила, если я отсеку, там вот эти вот прям вот обалденные, красивые, мощные, разветвленные корни, они просто тогда отрежутся мной. Поэтому я просто не имею это права делать. Так, поехали. Для утяжеления на дно 3 камня морских промытых. Я всегда, когда камушки привожу, я их промываю. Дальше. На камне керамзит крупной фракции. На крупный керамзит. Керамзит из ее посадки. Вот так сейчас это выглядит. Дальше. Ну, как всегда, кокосовое волокно. Увлажняю и на слой керамзита. Хочу сделать аэрируемый слой. Кстати, горшок без дырок. Если нужно будет сестре, она сделает дырочки.
Я сейчас посажу пока в закрытую систему. Я, как сейчас помню, изначально эту орхидею я и пересаживала в закрытую систему посадки. Видите, как она росла. Так. Хороший слой. Мне нужна аэрация. И одновременно у нас сейчас вы все увидите. Вот так. Дальше я беру орхидейку. Можно, знаете как, вот крупные куски коры положить немножко на, вот так, буквально 3 кусочка на кокосовое волокно. Я беру орхидею. В принципе, все корни, тут кроме 2, наверное, корешков, 1, 2, 3 корешка воздушных, но это не считается. Все остальное это хорошая корневая система, которая работала в условиях грунта. Собственно, именно это поможет орхидейке очень хорошо войти в посадку. Вот так я, как всегда, пальцы туда запускаю в разные стороны корневую и потом начинаю вкручивать орхидею в посадочку. Очень хорошо она присаживается. Так. Вот посмотрите, какой высокий ствол, да? Видно его, какой он высоченный у этой орхидейки. Я сейчас постараюсь, конечно, его углубить, но насильствовать над орхидеей я не буду. Получится, да, чуть-чуть присаживается. Я корневую развожу вот так вот в разные стороны. Она, конечно, присаживается. Ну все, посмотрите, она в уровне. Как раз уровень зеленой шеи – это уровень верхней части горшка. Корешочки у нас, прям их так много, но выводите корни во внешний контур. Это их стихия, потому что корни орхидеи любят выращиваться, произрастать, проникать именно там, где есть источник света. Внешний контур корней орхидей – это как раз там, где много света. И теперь, что я делаю? Немножко она сместилась, потому что корней получается, смотрите, вот с этой стороны больше, с этой стороны поменьше. Мы сейчас постараемся вам передать всю картину происходящую здесь у нас, здесь и сейчас. Вот так все очень хорошо легло, видно. Немножко я ее выровняла, видите, ствол, она лежала, помните, в посадке. Вот сюда как бы по диагонали немножко ушел ствол. И как раз это немножко высоту его выберет. Так, поехали. У меня вот эта дикая невлагоемкая кора прям туда в середину, для того, чтобы мне не переувлажнить. Выкладываю штучно, индивидуально, не так, чтобы прям засыпал и все. Это все-таки большая корневая, большой объем горшка, и поэтому воздушные карманы не планирую сильно крупными, сильно большими делать, но аэрация в нижнем уровне за счет кокосового волокна, крупной коры, которая, вот видите, я ее не внутрь, не по краю горшка раскладываю, внутрь. Эту кору я собирала давно-давно. Эта кора у меня была вымочена в фитоспорине и потом просушена естественным путем, не в печах. Когда в печах после обработки в фитоспорине мы сушим кору, мы аннулируем наши усилия, потому что фитоспорин в условиях высоких температур, стенная палочка, она погибает. Поэтому после обработки коры фитоспорином нужно сушить ее в естественных условиях. Так, крупная ушла. Теперь у меня вот такая есть кора. Знаете что? Давайте-ка мы немножко мха проложим. Я его увлажнила. Смотрите, какой прекрасный зеленый мох. Это мох от Светланы Целиковой. Не устаю вам об этом рассказывать, потому что качественный продукт невероятный. По контуру горшка зеленый мох в нижний, в средний получается уровень, вот так. Не в середину, а по контуру. Он будет расти. Много раз я так делала, и мох, именно попадая в условия повышенной влажности, растет в посадках просто замечательно. Так, сейчас вот сюда. Отсоединение, омоложение. Конечно, это
сложные манипуляции для растений, в том числе для меня, для видеосъемки, потому что это делать, согласитесь, не просто. Поэтому длительность видео, она будет, конечно, соответствующей. Все, теперь вот на этот слой мха и крупной коры я кладу вот такую кору, посмотрите, вот, чуть-чуть помельче фракции. Здесь у меня миксовка коры, здесь немножко орхиаты было вот на поверхности, и вот такая дикая кора, я ее располагаю тоже туда. Так, теперь на вот этот слой коры, смотрите, я беру что? Опад, сосновый опад. Для чего? Для того, чтобы препятствовать образованию плесени в посадке. Потому что здесь экосистема нестабильная, ее нет. И опад очень хорошо нормализует. За счет чего? Я вам уже рассказывала. У соснового опада, как компонента, который я часто добавляю сейчас в посадку для нормализации экосистемы, у него немножко повышена кислотность. За счет этого не будет происходить разрастание плесени. Нормализация идет посадки. Так, ну сколько я добавила? Пару щепоток. Горшок большой, можно еще немножко. И это, я вам могу сказать, очень хороший плодородный слой. Встрясываю. Кто-то у меня спрашивали у меня девчонки на канале Ирин, может быть, опад имеет ту же структуру и свойства, как триферн? Нет, конечно, девчонки, опад это уже такой, уже припревший слой, он не имеет капиллярности той, которая имеет, ну совершенно, это совершенно другой компонент, сравнивать его с триферном, ну, не совсем корректно. Так, теперь сюда у меня идет увлажненный мох. При поливе опад очень хорошо попадает именно туда, куда нужно. Увлажненный мох по контуру горшка. Все, слой мха готов. А теперь вот эта кора. Я буду делать миксовочку вот этой и орхиаты фракции 9-12 на поверхность, чтобы мне влагоемкость посадки держать. Вот так. Вперемешечку. Хорошо, можно полностью грунт не досыпать до поверхности, потому что, видите, уровень зеленой шейки, он уже вот там начинается глубже. Сейчас сделаем все как надо. Между корешков проводим кору. Раскладываем ее аккуратненько. Около, кстати, ствола крупная кора. Видите? Стволик-то такой зачетненький. Он у нас высокий, хорошенький. Поэтому нечего там мелкой орхиате делать. Вот так. Выкладка вручную около ствола крупной коры. Вот так. Все. И на поверхность вот эта орхиаточка 9-12. Вот так. Ну все, она у меня уже хорошо стоит, в принципе. Можно поставить держатель и зафиксировать еще орхидею за цветонос оставшийся, старенький. Отлично. Коры добавила. Теперь я беру еще чуть-чуть опад, потому что горшок большой. Вот буквально щепотка с одной стороны и вот так с другой. Щепотки у меня маленькие. Втрясываем. И теперь на поверхность посадки я кладу остаток увлажненного мха, красиво его раскладывая. Ну, будет красивая такая фиксация грунта на поверхности для того, чтобы мне первые 2 раза сделать полив этой орхидеи полноценным заполнением горшка водой
на 20-30 минут. И потом вся вода из уровня горшка методом переворота, вот так я закрываю растение, переворачиваю горшок, вся вода выливается. Мхом я фиксирую поверхность грунта, коры, и одновременно влагоудерживающие свойства посадки мох на себе тоже несет. Ну, наконец-то, вся взмыленная, но довольная и счастливая, что это все-таки произошло. Омоложение растения моей сестры. Орхидея с деткой находится в индивидуальной посадке после омоложения. Вот так она выглядит. Детка, конечно, наклонена. Ну, у детки пока нет корешков. Будем вместе ждать, пока растение будет находиться у меня до стабилизации экосистемы, микрофлоры посадки, потом уже потеплеет на улице, и я ее отдам сестре. И, собственно, вот этот пенек, который, как мне сказала сестра, оставь его себе и взращивай на нем детку. Говорю, спасибо, Леночка, будем взращивать детку. Все. Надеюсь, вам сегодня было со мной интересно. Видео мне самой было очень интересно. Я люблю ковыряться вот в этих хитросплетениях корней, сходить с ума и думать, господи, когда же это закончится? В плане того, что когда же я их расплету. Но все у нас вместе с вами получилось. Надеюсь, вам понравилось. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. А корешочки-то показать в посадке кто будет? Давайте покажу. Быстренько покручу. Они видны. Вот, посмотрите, все отлично. Фиксация грунта есть. Растение плотно, уверенно, стойко, устойчиво находится в посадке. Все замечательно. Всем пока-пока. До новых встреч.